Всем привет! Это небольшая предыстория перед тем, как я начну. 11 августа у моих друзей была свадьба. Но так как я была уже в роддоме, на эту свадьбу я смогла забежать буквально на пару часов. А мой муж в это время делал видеосъемку их любовной истории. Так вот, кроме того, что я забежала всего на пару часов, я пришла еще и без подарка, потому что я хотела сделать его сама, но не сделала. И вот сейчас с запозданием я исправляю свою ошибку. Я буду делать шкатулку для хранения ценностей. Сейчас я уже нахожусь в процессе изготовления этой шкатулки и уже допустила один косяк, который, конечно же, вы увидите в видео. Это связано с тем, что я не профессионал и могу допускать ошибки. Но не буду вас больше мучить моей болтовней. Всем приятного просмотра. Хочу поделиться радостной новостью. В прошлом видео появилась в моей мастерской печка-буржуйка. И наконец-то я смогла ее опробовать. Сегодня на улице очень ветрено, холодно, неприятно, а в мастерской стало уютно и тепло. Мое приобретение очень хорошее. Так что я очень довольна своей обновкой в мастерской в виде печки-буржуйки. Сейчас я остановилась вот на таком вот этапе. В принципе, практически все готово. Осталось только нанести надпись в честь свадьбы и покрыть все маслом. В этом проекте я сделала броширование дуба по периметру. Вот эта поверхность я оставила специально гладкой, чтобы здесь нанести надпись «Выжечь». Броширование я сделала нейлоновой щеткой, что дало мне такой деликатный эффект состаривания. А еще есть у меня вот такая вот металлическая корд-щетка, которая очень сильно выбирает волокна. Получается сильный эффект состаривания, но для моего проекта мне хотелось деликатного броширования. Что касается того косяка, о котором я говорила в начале, это вот такие вот получились пазы,
Конечно, нужно было подумать об этом, и чтобы их избежать, установить ограничительные какие-то планочки на фрезерованном столе, на фрезеровочном столе, но я забыла об этом. И второй момент — это то, что я поспешила и приделала фурнитуру на непокрытую маслом шкатулку. Это, конечно, неправильно, но я постараюсь аккуратно покрыть маслом, не пачкая фурнитуру. Вот так вот. Сейчас пойду наносить надпись с помощью выжигателя. And my safe protection, I will always be around.